В современном мире существует множество хищных птиц, добычей которых становятся змеи. Среди них огромный белобрюхий орлан, способный хватать ядовитых рептилий прямо с водной глади. Длинноногая птица-секретарь, которая затаптывает противника в искусном танце, и даже калифорнийская кукушка, овладевшая смертоносной тактикой усмирения опасных гадюк. При этом во всех перечисленных случаях такая добыча не является основой рациона. Но есть птицы, которые специализируются исключительно на змеях, даже если это самое ядовитое создание на свете. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герои сегодняшнего выпуска – змееяды. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Род настоящих змееядов насчитывает 7 видов, большинство из которых обитает в жарких саваннах Африки. Но обыкновенный змееяд встречается также в Европе и Азии, в том числе и в России. Это довольно крупные хищные птицы, которых даже называют орлами, что не совсем правильно. Каждый элемент тела змееяда максимально приспособлен для добычи рептилий. В его арсенале превосходное зрение, острейший крючкообразный клюв и мощные ноги со смертоносными когтями. Несмотря на впечатляющие размеры и размах крыльев почти до 2 метров, средняя масса змееяда едва больше 1,5 килограмм. Но за счет скромного веса и особого строения крыльев охотник может парить в воздухе на высоте около 500 метров, что позволяет сканировать огромную территорию, зафиксировать обнаруженную цель и неспешно опуститься прямо на выбранную мишень. Лишняя скорость ему ни к чему, ведь змеи до последнего не подозревают о предстоящей атаке с воздуха. Европейский лазающий полос – относительно крупная неядовитая змея. Ее длина может достигать 1,5 метров, и несмотря на маскировочный окрас, такая мишень точно не проскользнет мимо острейшего зрения пернатого охотника. Набрасываясь на добычу мощными когтями, ястреб начинает стремительно орудовать острым клювом, но попавшая в ловушку рептилия пытается всячески препятствовать замыслам противника. На какое-то время такой прием срабатывает, однако это вряд ли отпугнет хищника и лишь на время отсрочит неизбежное. Рано или поздно змееяд находит самое уязвимое место и незамедлительно разрывает мягкие ткани своим смертоносным орудием, после чего, не обращая внимания на движение, методично заглатывает змею целиком, что требует активной работы глотательных мышц и невероятного терпения. Разумеется, столь долгий процесс можно ускорить разрыванием добычи на мелкие кусочки, что зачастую и происходит с крупной добычей. Но именно в первозданном виде змея может быть успешно доставлена к голодной семье, ради благополучия которой приходится испытывать не очень приятные ощущения. Если в Европе рацион змееядов включает в основном ужеобразных рептилий, то в Африке дела обстоят иначе. Например, бурый змееяд часто имеет дело даже с кобрами, одними из самых ядовитых змей планеты. Кобра может атаковать молниеносно, поэтому птице важно держать дистанцию, ведь даже минимальная доза яда станет для нее фатальной. Рефлексы змееяда не стоит недооценивать. Он не упускает из вида голову змеи, чтобы всегда быть готовым к внезапному нападению. Но, похоже, у этого охотника еще совсем мало опыта. Осматривая соперника со всех сторон, он пытается найти уязвимое место. Однако, готовая к ответной реакции кобра охлаждает пыл голодного охотника. Снова и снова проверяя рептилию на прочность, змееяд так и не решается нападать в полную силу. Поэтому противостояние затягивается, и в конце концов птица просто покидает опасную зону. В случае с более матерым хищником все происходит куда стремительнее. Оценивая ситуацию, змееяд выжидает подходящий момент. Одна прицельная атака и когти впиваются прямо в голову, мгновенно нейтрализуя опасность быть укушенным.
Как и многие другие хищные птицы, змееяды моногамны и часто образуют пару на всю жизнь. В гнездо откладывается одно единственное яйцо, и оба родителя сделают все, чтобы защитить драгоценную кладку. Поэтому нападениям подвергаются даже значительно превосходящие в размерах соседи, такие как беркут, который случайно попал в чужие владения. Мать не покидает гнездо ни до, ни после появления птенца, поэтому добыча пропитания полностью ложится на плечи самца. При этом процесс кормления невероятно сложен, ведь проглоченная целиком рептилия полностью извлекается наружу. Не самая приятная для птицы процедура может длиться более получаса, особенно когда размеры добычи выше средних. К тому же, поскольку рептилия всегда заглатывается с головы, извлечение тормозится направленными назад чешуйками. Порой змея все еще подает признаки жизни, что становится хорошим уроком для будущего охотника. Выращивание потомства – очень долгий и трудоемкий процесс. К счастью, столь крупные хищные птицы почти не имеют естественных врагов. Однако они очень уязвимы ночью, чем могут воспользоваться такие охотники, как совы. Добычей змееядов могут стать ящерицы, птицы и мелкие млекопитающие. Но это скорее исключение из правил, и более 90% рациона приходится именно на змей. Ежедневно самец приносит от 3 до 6 рептилий, поэтому за сезон размножения семья съедает около 1000 этих созданий. Мелкие пресмыкающиеся слишком легкая закуска, на которую не стоит тратить время. Но и крупные змеи не самая подходящая мишень, ведь даже неядовитые рептилии могут отчаянно сопротивляться, обвивая своего обидчика и доставляя ему массу хлопот. Далеко не во всех регионах климат позволяет круглый год охотиться на пресмыкающихся, поэтому с наступлением холодов птицы отправляются зимовать в Африку. На всей территории обитания змееяды играют важную роль в регулировании численности змей, в том числе ядовитых. Однако, несмотря на высокую продолжительность жизни и отсутствие внимания со стороны охотников, за последние годы эти птицы исчезли из многих регионов, что вызвано развитием сельского хозяйства и уничтожением естественной среды обитания. Тем не менее, в целом большинство видов пока не находится под угрозой исчезновения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!